Всем привет! Сегодня будем лепить голову девушки. Давайте добавим сферу и утвердим ее. Далее добавим плоскость, вот здесь поставим галочку. И расположим плоскость над сферой. Перейдем в топологию и уменьшим ее до 0. Утвердим. Скопируем. Перемещаем слева от сферы. Повернем по Z на 90 градусов. Скопируем. Расположим перед сферой. Повернем. На этих плоскостях будут находиться референсы, с помощью которых будем выстраивать форму и смотреть размер головы. Заходим в материалы, текстуры, выбираем фото с изображением вида головы спереди. Это достаточно схематичный файл, вернее, схематичный рисунок, но для наших целей он подойдет. Сетку можно выключить. Теперь выберем вот эту плоскость, текстура, и добавляем изображение вида сбоку. Это PNG-файл с прозрачным фоном. Обратите внимание, что вот здесь галочка должна быть включена. Выбираем плоскость, верхнюю плоскость и добавляем сюда изображение головы сверху. Выберем сферу, включим вид слева и уменьшим размер. Далее берем инструмент обрезка, включаем булин, берем лассо и обрезаем по контуру. В параметрах обрезки детали форма должна быть 100%. Нос по форме не обрезаем, а просто проводим, так? Потому что его потом сделаем отдельно. Переходим в вид спереди, берем гизму и сожмем по бокам. Мы видим, что референс находится не по центру относительно сферы, поэтому давайте его выберем и центрируем. Еще я приподняла его немного вверх. Снова выбираем сферу, берем инструмент обрезка, включаем симметрию и обрезаем по контуру. Переходим в вид сверху. Здесь давайте также выберем наш референс. Немножко вниз, вернее вверх переместим. Далее выбираем голову. И с помощью гизмы сожмем по бокам. Берем инструмент обрезка и обрезаем лишнее.
Включим каркас, заходим в воксель, на него нужно немножко нажать и немного подержать. Разрешение делаем в пределах 50-60 и перестройку мыши нажимаем. Выключим каркас, берем инструмент сглаживания и сглаживаем неровные части. После того, как сгладили, давайте проверим по референсу, что у нас получилось. Видно, что нужно немножко подкорректировать подбородок. Берем инструмент «Переместить» и вытягиваем его. Посмотрим на виде спереди. Ширину увеличим, включаем гизму и стягиваем в сторону. Далее вид сверху смотрим. Здесь все нормально. Еще разочек можно пройтись с помощью сглаживания, но сильно не нажимаем. Форма головы готова. Сделаем нос. Включаем вид слева, гизму и добавим сферу. Утвердим, уменьшим. Переместим вот сюда, где у нас нос находится. И обрезаем по контуру. Переходим в вид спереди. Уменьшаем ширину. Посмотрим сверху. Здесь немножко можно уголки вот эти обрезать. И заходим в воксель. Разрешение делаем около 60 и перестраиваем меш. Сглаживаем. С помощью инструмента «Переместить» вытягиваем ноздри. Включаем вид сбоку и добавим конус и сделаем верхнюю губу. Утвердим, перейдем в вид спереди. Немножко увеличим ширину. И добавим сферу.
утвердим, уменьшим. И сделаем нижний угол. Выберем все детали, которые мы сейчас сделали, и вместе с головой. Нажмем на Boolean, разрешение сделаем около 200 и перестраиваем Mesh. Таким образом у нас все детали объединились вместе с головой. Берем инструмент сглаживания и проходимся по этим деталям. Теперь делаем вид спереди, берем инструмент слой, вычитание вот здесь включаем, симметрию и вырезаем глазницы. Давайте зайдем в Voxel, сделаем разрешение побольше, то есть где-то 200-300, и перестроим Mesh. Теперь вырезаем, мы видим, что уже ровнее идет контур выреза, что нам и надо. Вырезали один слой и сделаем еще один слой, чтобы поглубже был вырез. Референсы можно пока скрыть и гладим вырез. Берем инструмент складка, так, не складка, а свести слои, и проходимся по контуру глазницы. И сгладим. Сделаем лоб немного более выпуклым, выдвинем его вперед. Сверимся с референсом. Мы видим, что губы находятся выше рисунка, и давайте их переместим вниз. И немного уменьшим нос.
Возьмем инструмент складка и прорисуем форму ноздрей. Сделаем небольшое углубление. И сгладим. Снова включим референс и поправим губы. Возьмем инструмент сжать, проведем под нижней губой для более четкой линии. Теперь проведем вот здесь, между губами. Вот мы можем видеть, что здесь становится линия более четкая. И сверху над верхней губой тоже проведем. Далее возьмем инструмент складка и нарисуем линию между верхней и нижней губой. Теперь снова берем инструмент складка, вот здесь нажимаем вычитание и сделаем такой вот контур на верхней губе. И то же самое на нижней. Чтобы он был не очень ярко выраженный, интенсивность уменьшим и проведем. Можно добавить здесь вот складочки.
и сгладить их. С помощью инструмента «Переместить» сузим немножко около висков и подбородок. И немного поднимем скулы. Теперь сделаем ухо. Добавим цилиндр, утвердим его и уменьшим размер. Добавим референс. Нажимаем здесь «Импорт», «Фото» и выбираем изображение уха. Вот оно у нас тут на экране отобразилось. Можно нажать «Трансформация» и увеличить или уменьшить его. Далее также можно регулировать непрозрачность. Давайте скроем пока голову и оставим только ухо. Увеличим. И обрежем по контуру. Скроем референс. Нажимаем на воксель. Разрешение сделаем около 60 и перестроим Mesh. Сгладим углы. Откроем референс. Еще раз нажмем на воксель и сделаем разрешение примерно 250. Возьмем инструмент «Слой», «Вычитание», здесь нажимаем, и вырезаем один слой внутри уха по референсу. Проводим, не отрывая стилуса от экрана. И теперь второй слой будет только вот здесь вот в центре. Сгладим. С помощью инструмента «Переместить» придадим уху выпуклую форму. Сделаем его чуть-чуть поуже. И берем инструмент «Складка», проведем вот здесь вот внутри, в некоторых местах, более четкие линии. И сгладим. Теперь выдавим козелок.
И инструментом складка с включенной функцией вычитания проведем по краю. Откроем голову и включим референсы. Так как у нас ухо находится с правой стороны, а референс с левой, то давайте выберем голову и сделаем материал аддитивный, чтобы видеть референс. Теперь выберем голову, включим гизмо и нажмем Pin. Далее выбираем ухо и добавим отзеркаливание. Утвердим, выбираем совмещение дочерних узлов. И выключаем Pin. Теперь сделаем глаза. Добавим сферу, утвердим ее и уменьшим. Сделаем из нее глазное яблоко. Выберем эту сферу, скопируем и сделаем радужку. Выберем глазное яблоко, скопируем и увеличим.
Сделаем веки. Берем инструмент обрезка, полигон и выстраиваем форму. Нажимаем на зеленую точку. Заходим в Excel, делаем чуть меньше 100 и перестраиваем меш. И сглаживаем. Немного выдвинем вперед и еще раз сгладим. Так как у нас веки оба находятся на одной детали, а иногда требуется их подкорректировать, можно взять инструмент «Разделить» и разделить веки на верхнее и нижнее. Выходим из режима соло. Сейчас у нас выбрано верхнее веко, и давайте его немножко повернем. Вот так. И увеличим, вернее, выдвинем немножко вперед и изменим его положение. Выберем нижнее веко и попробуем тоже с ним поиграть, посмотреть, как более выигрышно оно будет смотреться. Теперь снова объединим оба века. Выберем голову. Нажимаем пин. Включаем гизмо, нажимаем пин. Теперь выбираем веки и добавляем отзеркаливание. Утверждаем, выбираем совмещение дочерних узлов. Выключим пин. Выберем одновременно веки, уши и голову. Нажимаем Boolean. Разрешение сделаем, давайте, около 400. И перестраиваем меш. Сгладим.
При сглаживании потерялись некоторые четкости деталей, поэтому давайте возьмем инструмент складка и поправим. Прорисуем складки. Приподнимем щеки, губы. И веки. Выберем инструмент «Надуть» и проведем по нижнему веку, по самому краю. Берем инструмент «Трубка», кривые, включаем сплайн и привязку. Нарисуем ресницы по краю верхнего века. Сделаем двойной радиус и изменим толщину. Теперь включаем тройной и сделаем тонкий кончик с правой стороны и с левой. Теперь нажмем профиль
и немного его откорректируем. Утвердим. Выберем голову, включим гизмо и пин. Голову пока скроем. Возьмем инструмент «Выбрать», прямоугольник, выбираем вот эти детали, включаем, значит, открываем голову и нажимаем «Добавить отзеркаливание». Утвердить Keep Instances. Сделаем брови. Возьмем инструмент трубка, кривые, включим сплайн и привязку. Отредактируем радиус. Нажмем профиль и изменим форму. Утвердим. Выберем голову, включим гизмо и нажмем пин. Далее выбираем бровь и добавляем отзеркаливание. Нажимаем «Утвердить» и совмещение дочерних узлов. Выключаем пин. Теперь добавим цилиндр, сделаем шею. Утвердим цилиндр и включим референс. Возьмем инструмент обрезка и лассо обрежем по форме. Включим референс спереди и тоже обрежем. Сначала можно вот так сузить. В принципе, тут обрезать нечего. Поэтому выключаем этот референс. Можно выключить оба референса. Взять инструмент сглаживания. Так, давайте вернемся назад. Включим воксель. Сделаем разрешение около 60 и перестроим меш. Теперь сглаживаем.
Сделаем воксель. Давайте попробуем, сделаем около 300 и перестроим ночь. Сделаем волосы. Откроем референс, вид сбоку, выберем его, нажмем гизмо, зайдем на вкладку примитивы, поставим здесь галочку и добавим плоскость. Изменим топологию до 0 и утвердим. Зайдем в материалы, текстуры и выберем референс, контур волос вида сбоку. Также на вкладке материалов поставим галочку «Всегда не освещено». Далее включим референс вид спереди, выберем его и добавим плоскость. Топологию тоже снизим до 0 и утвердим. Заходим на вкладку материалы, добавляем контур волос вида спереди. Возьмем инструмент трубка, кривые, включим сплайн и привязку. В привязке изменим 0 на 100%. Нарисуем прядку волос. С помощью радиуса откорректируем ее толщину. Внизу кончик сужаем и сверху тоже. Нажмем профиль и откорректируем. То есть придадим прядке слегка угловатую форму. И утверждаем. Скопируем ее. И сделаем еще одну прядку, которая будет немного спрятана под первой прядкой. Далее давайте скопируем еще раз первую. Повернем ее. Сдвинем немножко. И с помощью инструмента «Переместить» подкорректируем ее положение.
Теперь выберем, давайте, вот эту плоскость с референсом и переместим назад, чтобы он не мешал. Берем инструмент трубка, кривые, привязка 100% и рисуем челку. Отредактируем с помощью радиуса. Вот здесь привязку выключим. Нажмем на профиль и отредактируем. Утверждаем. Нарисуем еще одну прядку. Утверждаем. Скопируем. И подкорректируем ее расположение с помощью гизмо и инструмента переместить. Теперь выберем голову
включим гизмо и нажмем Pin. Выберем вот эту прядку и добавим отзеркаливание. Утвердить Keep Instances. Выключим Pin. Зайдем на вкладку объектов, выберем левую прядку, нажмем на 3 точки и снимем привязку. Отредактируем. И таким же образом сделаем прядки по всей поверхности головы. Волосы готовы. Давайте включим постобработку и освещение.